Альтернатива путинскому режиму. Португалия – цель пропаганды. Отключение электроэнергии в Португалии. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 3 мая, 14:30. 25 апреля мы провели онлайн-конференцию «России необходимо 25 апреля». Вместе с вами мы хотим создать концепцию привлекательной альтернативы путинскому режиму, которая объединит, вдохновит и включит россиян в процессы самоорганизации. Видеозаписи уже доступны в разделе ADRL Talks на нашем сайте. Редакция «После медиа», в которой участвует один из спикеров конференции Илья Будрайцкис, опубликовала перевод большого текста о революции в Португалии. Мы тоже пытаемся исправить то, что россиянам так мало о ней известно. А еще мы запускаем проект базы лучших образцов законов и устройства жизни людей в разных странах, которые пригодятся при построении России будущего. Напишите нам на info@adrl.pt, если хотите помогать нам в нашей работе. Мы не одни на этом пути. 30 апреля наследный принц Реза Пахлеви рассказал о проекте всеобъемлющих академически рецензируемых планов для будущего Ирана. Нам нужно зажечь новый огонь. Огонь энтузиазма, огонь надежды, сказал Реза Пахлеви. Тело погибшей в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной вернули семье без глаз, мозга и части гортани в попытке скрыть следы пыток. 29 апреля журналистка издания «Важные истории» Полина Ужвак в интервью каналу «Популярная политика» рассказала подробности. 7 апреля издание «Новая газета» рассказала, что дети пропавшей спикера Координационного совета белорусской оппозиции Анжелики Мельниковой находятся в Беларуси. О том, где находится сама Анжелика, неизвестно с 25 марта. 29 апреля телеграм-канал «Можем объяснить» рассказал, что Россия поставила рекорд по тратам на международную пропаганду и что пропагандистский канал RT начал активно разрабатывать зрителей из арабских стран. 25 апреля телеграм-канал «Лепта» со ссылкой на издание «Эшпрессо» рассказал, что Португалия находится в списке стран, наиболее подверженных российской дезинформации, согласно исследованию Центра информации, демократии и гражданства Американского университета в Болгарии. 28 апреля в Португалии, Испании и части Франции произошло самое большое отключение электроэнергии в Европе за последние 20 лет. Оказалось, что в такой ситуации связь, интернет и банкоматы перестают работать через час. 2 мая издание The Guardian рассказал, что оператор сети Red Electric отверг теорию редкого атмосферного явления и сообщил, что признаков кибератаки не обнаружено, но расследование продолжается. В тот же день на YouTube-канале португальской Татьяны вышел рассказ о том, как перезапускались электростанции после срабатывания их защиты из-за аварийного отключения 2 солнечных парков на юго-западе Испании, а также о том, как единая иберийская энергосеть позволяет обмениваться избыточными мощностями, когда их не хватает. Поддержите сбор на портативные электростанции для больниц и школ Украины, посетив онлайн-выставку «Нет войне». Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.